Охота на салемских ведьм – одна из самых знаменитых охот на ведьм в истории. Судебный процесс, проходивший в новоанглийском городе Салем с февраля 1692 по май 1693, по обвинению в колдовстве 14 женщин и 5 мужчин было повешено. Один мужчина был раздавлен камнями, и от 175 до 200 человек заключено в тюрьму, не менее 5 из них скончались. Деревня Салем была одним из первых поселений, основанных пуританами из числа английских переселенцев. Она начала свое существование в 1626 году. Затем рядом с ней появился город Салем. Зачинщицы Салемского процесса и большая часть обвинявшихся проживали в деревне. Судебный процесс проходил в городе Салем. В настоящее время деревня стала пригородом города и носит название Денверс. Любые бедствия и невзгоды, например, потеря урожая, домашнего скота, гибель детей, землетрясения, плохую погоду и нападение индейцев, пуритане объясняли Божьим гневом. По представлениям пуритан, каждому человеку от рождения предопределено, должна его душа попасть в рай или в ад. Пуритане искали в видимом им мире знаки, которые могли указывать на волю Бога. При этом пуритане были строгими протестантами и отрицали классические атрибуты католичества. Иконы, мощи святых и само почитание святых, а следовательно и их заступничество, святую воду и прочее. Поэтому считали, что не могут защитить себя ничем, кроме собственных молитв. В 1641 году английским законодательством, которому подчинялись переселенцы, колдовство было объявлено уголовным преступлением. В представлениях американских пуритан одной из главных причин бедствий стали ведьмы. Представление о том, что угроза исходила именно от ведьм, было связано с убеждением, что женщины более похотливы и легче поддаются влиянию дьявола, чем мужчины. Если молитвы от ведьм не помогали, то ничего не оставалось, кроме как заняться их физическим уничтожением. В небольшом городе, каким в то время являлся Салем, было трудно хранить секреты, а мнение людей о соседях зачастую было основано на слухах и предрассудках, применяемых за истину. В январе 1692 года у дочери пастора Сэмюэла Пэриса, 9-летней Элизабет Пэрис и его племянницы, 11-летней Эбигейл Уильямс, появились симптомы неизвестной болезни. Девочки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, а их тела принимали необычные позы. Также дети жаловались на то, что ощущают, как будто кто-то постоянно колет их булавкой или ножом. Когда Пэрис пытался читать проповедь, они затыкали уши. Доктор Уильям Грикс решил, что причиной болезни стало воздействие ведьмы. В своем рассуждении он опирался на работу выпускника Гарвардского колледжа и священника Северной церкви Бостона Коттона Мезера, где сказано, что в 1688 году в Бостоне некая женщина ирландского происхождения, работавшая прачкой, была обвинена в колдовстве и воздействии на детей работодателя и казнена через повешение. Девочки указали на предполагаемую ведьму, девушку по имени Титуба, бывшую служанкой-рабыней в доме Пэрисов. По одним источникам, Титуба была негритянкой и имела африканское происхождение, по другим – была индианкой. По словам девочек, она рассказывала им о колдовстве. Вскоре число заболевших девочек и девушек увеличилось. В частности, заболела 12-летняя Энн Паттам. 1 марта 1692 года по показаниям были арестованы 3 женщины – Титуба, Сара Гуд и Сара Осборн. Подозреваемые были допрошены и подвергнуты осмотру в поисках признаков, которые бы указывали на то, что они являются ведьмами. Все 3 женщины были удобными целями для обвинений. Титуба имела нестандартную национальность, Сара Гуд была нищенкой, а Сара Осборн – одинокой тяжелобольной вдовой, вовлеченной к тому же в судебный спор с пуританами. Против них говорил тот факт, что женщины длительное время не посещали церковь. У них не было защитников, и общественное мнение склонялось к тому, что обвинения справедливы. В марте были произведены другие аресты. 4-летняя дочь Сары Гуд Дороти была допрошена и по детской наивности надеялась оказаться рядом с уже находившейся в тюрьме матерью. Заявила, что якобы является ведьмой, после чего была помещена в тюрьму. Основываясь на заявлении девочки, судьи обвинили ведьмой и ее мать. Также были арестованы Марта Кори, Ребекка Нёрс и Рэйчел Клинтон. Марта Кори была арестована лишь потому, что с самого начала не доверяла словам девочек и с насмешкой относилась к суду, тем самым обратив на себя внимание. Однако эти обвинения уже обеспокоили общество, так как Кори и Нёрс, в отличие от первых 3 арестованных, были частыми прихожанами церкви.
В апреле были арестованы Сара Койлс, сестра Ребекки Нёрс, Элизабет Проктор и еще несколько женщин. Также впервые по этому делу были арестованы несколько мужчин. Муж Элизабет Проктор Джон Проктор, муж Марты Кори, Жиль Кори и бывший пастор Джордж Бэрроуз. 10 марта 1692 года Сара Осборн умерла в тюрьме. В мае 1692 года начался суд. Губернатор Фипс назначил судей, 3 из которых были друзья Каттона Мезера. Один вице-губернатором, а сам Каттон Мезер следил за судебным процессом. Председателем суда был назначен Уильям Стафтон, не имевший юридического образования. Во время судебного процесса тот факт, что страдания на пострадавших девочек насылал сам дьявол, не подвергался сомнению. Главным доказательством служили их показания о том, что им являлись духи обвиняемых. Теологический спор вокруг использования этих свидетельств заключался в том, должен ли человек давать согласие дьяволу на использование своего образа. Суд утверждал, что ему обязательно требуется согласие человека, и таким образом обвиняемые виновны в страданиях девочек, ведь они дали дьяволу право являться в их обличии. Оппоненты утверждали, что дьявол может использовать образ человека без его согласия. 2 июня суд признал виновной пожилую женщину по имени Бриджит Бишоп. 10 июня она была повешена. По словам некоторых девочек, дух Бишоп являлся к ним. Другие свидетели показывали, что дьявол посещал саму Бишоп. 19 июля 1692 года были повешены Ребекка Нёрс, Сара Гуд и еще несколько женщин. Перед казнью, уже с петель на шее, Сара Гуд обратилась к священнику Николасу Ноюсу, вовлеченному в судебный процесс, со словами: «Ты лжец. Я не большая ведьма, чем ты колдун. Отбери у меня жизнь, и Господь напоит тебя кровью». Это предсказание сбылось. Ноэс погиб, и перед смертью у него открылось кровотечение через рот. 19 августа 1692 года были повешены еще несколько человек, включая бывшего пастора Бэрроуза. Около 30 жителей подали ходатайство о смягчении приговора Бэрроузу, однако приговор был оставлен без изменения. Уже находясь у виселицы, Бэрроуз, не запинаясь, прочитал молитву, надеясь на спасение. Считалось, что колдуны не способны прочитать молитву без запинки. Но судьи не изменили приговор. 19 сентября к 80-летнему фермеру Жилю Кори, который отказывался давать какие-либо показания, была применена особая пытка. На грудь Кори положили тяжелые камни, чтобы выдавить показания. Без них он был недоступен. Без показаний осуждение было невозможно, и если подозреваемый погибал под пыткой, не сказав ни слова, формально он оставался невиновным. Но он молчал и лишь просил добавить еще камней, чтобы ускорить его гибель. После 2 суток непрерывной пытки он погиб под давлением тяжелого груза. По одной из версий, Кори отказывался давать показания потому, что надеялся сохранить свою ферму и земли для своей семьи, ведь имущество людей, осужденных как колдуны, а Кори не надеялся на оправдательное решение суда после любых его показаний, подлежало конфискации. 22 сентября были повешены жена Жиля Кори Марта Кори и еще 7 человек. Среди обвиняемых были не только жители Салема, но также и соседнего Топсфилда, а также Бостона. Судебные процессы над ведьмами велись также в Андовере, куда по приглашению местного жителя Джона Балларда для разоблачения ведьм приехали девушки из Салема. В числе осужденных в Бостоне был Джон Олден, один из самых уважаемых граждан города, морской капитан и участник войны с индейцами, впоследствии ставший героем поэмы. После 5 недель заключения он сбежал из тюрьмы. Отец Каттона Мезера, в то время бывший главой Гарвардского колледжа, заявил, что суд не имеет права рассматривать в качестве доказательств видение жертв. Инкрису Мазеру также приписывают идею, что лучше допустить то, что несколько ведьм выживут, чем то, что будет казнен один невиновный. Другой священник заявил, что дьявол может являться в виде духа, принимая образ невиновного человека, специально для того, чтобы обвинили невиновного. После ознакомления с этими мнениями губернатор постановил не использовать впредь видение как доказательство, прекратить аресты и отпустить 28 из 33 оставшихся обвиняемых. Специально для суда над оставшимися обвиняемыми был утвержден Верховный суд штата Массачусетс, орган, действующий по настоящее время. В мае 1693-го губернатор помиловал обвиняемых. Всего за время процессов против ведьм в тюрьму было заключено 150 человек. Был осужден 31 человек. Из них 19 человек были повешены.
Двое, включая Сару Осборн, погибли в тюрьме. Один, Жиль Кори, скончался во время пытки. 7 были приговорены к повешению, но получили отсрочку приговора и затем были оправданы. Одна женщина содержалась в тюрьме без суда и затем была продана в рабство за долги. Один человек, Джон Олден, сбежал. Дальнейшее судебное решение: в 1697 году судьи признали, что совершили ошибку. В 1702 году их решение официально было признано незаконным. В 1706 году обвинительница Энн Паттом заявила, что была обманута дьяволом и давала показания против невиновных людей. Не сохранилось никаких данных о том, что Элизабет Пэрис и Эбигейл Уильямс публично приносили извинения осужденным или опровергали свои показания. В 1957 году Содружество Массачусетса окончательно постановило отменить приговоры всем осужденным во время этих процессов. В 2001 году губернатор штата Джейн Свифт еще раз подтвердила невиновность всех людей, обвинявшихся во время Салемского процесса. Дальнейшая судьба зачинщиц Элизабет Пэрис и Эбигейл Уильямс подверглась всеобщему осуждению и презрению. Нет никаких данных о том, чтобы одна из них или они обе публично принесли извинения осужденным или раскаялись в случившемся. Пэрис в 1710 году в возрасте 27 лет вышла замуж за торговца. Родила от него 3 дочерей и сына. Пережив мужа на 6 лет, скончалась 21 марта 1760 года в возрасте 77 лет. Судьбу Уильямс проследить не удалось. После 3 июня 1692 года ее имя больше нигде не упоминалось. Существует несколько психиатрических версий, объясняющих произошедшее: диссоциативное расстройство, психические особенности, либо просто сговор детей. В 1976 году в журнале Social появилась версия, согласно которой галлюцинации у девочек были вызваны отравлением ржаным хлебом, пораженным грибком, известным как спорыние. В том же году были опубликованы опровержения данной версии. Согласно другой версии, девочки страдали особой формой энцефалита, известной как летаргический энцефалит, симптомы которого сходны с теми, что наблюдались у них. Также высказывались, что они страдали болезнью Гентингтона. В 1992 году в Салеме был установлен памятник жертвам охоты на ведьм.